Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить простое, вкусное пирожное из песочного теста. Тесто у меня осталось после приготовления вишневого пирога. Его можно хранить в морозильной камере до 2 месяцев. Ссылку на видео с рецептом теста оставлю в описании под видео и в подсказке вверху экрана. Тесто я заранее достала из морозильной камеры и дала ему нагреться. Раскатываю его между 2 листами пергамента в пласт толщиной примерно 3-5 мм. Так мне не придется использовать муку. Список необходимых продуктов для теста и крема оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Я хотела испечь из этого теста корзиночки с кремом. В готовом виде тесто очень хрупкое. Решила не рисковать, поэтому решила вместо корзиночек приготовить более простое, но не менее вкусное пирожное. Хотела вам рассказать, как нужно выпекать корзиночки из песочного теста, чтобы тесто впоследствии не вобрало в себя влагу из крема и осталось рассыпчатым. После того, как наполните формочки для корзиночек тестом, застелите тесто пергаментом или фольгой и наполните, например, рисовой крупой. Отправьте в духовку при 200 градусах примерно на 7-10 минут. Затем достаньте формочки из духовки, уберите пергамент с наполнителем, дайте корзиночкам остыть. Из формы их не вынимайте. Смажьте внутри корзиночки желтком и выпекайте при 200 градусах до готовности, примерно еще 10 минут. Потом можно будет остывшие корзиночки наполнить кремом. Я сейчас этого делать не буду. Пирожного у меня получится мало, да и времени в обрез. Стаканом вырезаю круги из теста и вырубкой для печенья в некоторых кругах делаю отверстия. На противень, застеленный пергаментом, переложила кружки теста. Сверху положила колечки из теста. Это будут бортики пирожного. Из оставшихся после вырубки кругов теста испеку печенье. Тесто хорошо поднимается во время выпечки, поэтому вилкой делаю проколы в тесте. И отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов. Выпекаю в режиме вверх-вниз, примерно 20-25 минут. Мои пирожные выпекались 25 минут. Печенье из духовки я достала чуть раньше. Пока они будут остывать, приготовлю крем. Венчик и стакан для взбивания заранее охладила в морозильной камере. Крем буду готовить простой. Взобью сливки с сахарной пудрой. Наливаю 100 мл охлажденных сливок, жирностью 33%. Добавляю 70 грамм просеянной сахарной пудры по вкусу. И немного перемешиваю сливки с пудрой. Теперь добавляю примерно 2 чайные ложки лимонного сока и взбиваю сливки до пиков. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Переложила крем в кондитерский мешок с насадкой. Пирожные остывают быстро. Вовнутрь каждого кладу по 1 чайной ложке абрикосового конфитюра. Он у меня достаточно жидкий. Теперь делаю шапочку из крема. А так как крем у меня остался, я и на печеньках сделала шапочки из крема. Вот такие простые вкусные пирожные и печенье у меня получились. Очень удобно, когда в морозильной камере есть готовое песочное тесто. Всегда при необходимости можно быстро и просто приготовить вкусное пирожное к чаю. Съели мы с сыном его в тот же день, а на следующий день он съел печеньки с кремом. Рекомендую вам приготовить пирожное или печенье на этом песочном тесте. Уверена, что они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь.
Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!